Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Анонсировано Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Судя по Википедии, это всего лишь 19-я игра во франшизе. Ничего себе за 10 лет наклепали. За игру отвечает команда Steelwool Studios. Она же сделала Five Nights at Freddy's Security Breach. Исходя из оценок в Steam, сделала нормально. Пока деталей о проекте кот наплакал. В описании трейлера размещена следующая фраза. Чтобы узреть будущее, иногда стоит осознать прошлое. Совершенно новый кошмар во вселенной Five Nights at Freddy's. Конец фразы. Похоже, поклонников ждет приквел. На это намекает и промелькнувшая в кадре цифра 1979, которая может указывать на год, в который развернется действие игры. Выход Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic запланирован на 2025 год. Список платформ еще не опубликовали. Глен Скофилд, руководитель разработки провальной The Callisto Protocol, пришел на интервью к ютуберу Дэну Аллену и поведал ему много интересного о закулисье студии. Команду он, напомню, покинул осенью 2023 года. В заметке на сайте можете найти подробную выжимку и ссылку на оригинальное видео, а тут расскажу основное. Скофилд был очень рад предложению о сотрудничестве, с которым пришло издательство Krafton. Компания сама обратилась к Striking Distance, наговорила много заманивающих слов, и Скофилд без задней мысли начал работать с издателем. Однако спустя 4 года отношения между разработчиками и дружелюбными партнерами начали ухудшаться. Дело в том, что, по словам Скофилда, в самом начале сотрудничества Krafton дала команде полную свободу для разработки и расширения The Callisto Protocol. Однако позже компания настояла на том, чтобы хоррор вышел в декабре 2022. Это серьезно повлияло на производство, уверен геймдизайнер. Он считает, что игре не хватило буквально 3,5 месяцев на разработку. Еще в конце 2021-го Глен был уверен, что у коллектива есть время, но в январе 2022-го люди из Krafton заявили ему, что релиз состоится уже в декабре. Специалист жалеет, что не смог убедить Krafton придержать запуск игры. Цитата. «Нужно было идти до конца и сказать, я ее не выпущу. Если вы хотите отправить ее в релиз, приходите и берите студию под свой контроль». Конец цитаты. Также на производство серьезно повлияла пандемия коронавируса и массовые увольнения. Каждый месяц могли заболеть по 10 или 20 человек, которые выпадали из работы на неделе. Доходило до того, что отсутствовать мог весь отдел визуальных эффектов. В итоге, из-за короны, из игры даже пришлось вырезать несколько типов противников. А затем, в 2021 году, еще и произошла волна увольнений. Студию покинули 49 человек ради зарплаты получше. Глен признался, что хуже 2021 года в плане разработки в его жизни еще не было. В том числе потому, что и свое здоровье он серьезно подпортил во время продакшена игры. Что касается идей для продолжения, то в сиквеле Скофилд хотел сделать вид, что Джейкоб погиб. Для этого геймеры начинали бы прохождение за нового персонажа, однако спустя некоторое время тот отправлялся на тот свет. После этого на сцену должен был выйти Джейкоб. Но этого, видимо, никогда не случится. Игра испугала геймеров тонной багов, с треском провалилась и ушла в забвение. А жаль, лично я на релизе прошел не без удовольствия. Готовится выйти на связь создатели Weird West из Wolfeye. Студией, напомню, руководит Рафаэль Колантонио. У команды есть новости касательно грядущего проекта, а подробности о нем расскажут уже в ближайшее время. Сейчас об игре Wolfeye ничего толком не известно. Ранее Колантонио хвалился, что будущий проект еще более амбициозный, чем Weird West. В марте на конференции GDC 2024 разработчик питчил тайтл как научно-фантастическую RPG в ретро-стилистике с видом от первого лица. Для работы над проектом Wolfeye заключила партнерское соглашение с фирмой Galaxy Interactive. Основатель Arcane плохих игр еще не делал, так что очень ждем порцию годноты. Баллатра — карточный рогалик в стилистике покера, который на самом деле покером не является. Автор так боится, что его игра окажется жертвой индустрии азартных развлечений, что защитил ее даже на случай своей смерти. Об этом разработчик Local Thunk рассказал на своей странице. Он отвечал на пост с теорией заговора, или с шуткой, о том, что Баллатра — это скрытая психологическая операция, призванная затащить молодые поколения в казино. Цитата из поста, если что. Собственно, в ответе он объяснил,
объяснил, что ничего общего с гэмблингом игра не имеет, ну, кроме визуального стиля. А чтобы и дальше не имела, он вписал в завещание пункт о том, что права на Баллатра никогда не должны быть предоставлены любой гэмблинговой компании или казино. Напомню, что тираж Баллатра очень быстро перевалил за 1 миллион, а уровень отзывов оказался настолько высок, что игра сразу стала одной из самых высокооцененных игр 2024. Так что у Local Thunk на руках успешная интеллектуальная собственность, которой действительно могли бы заинтересоваться в индустрии азартных развлечений, а теперь не заинтересуются. Но вы игрой заинтересуйтесь, пожалуйста, она очень хороша. Larian Studios решила отметить 1 год с момента релиза Baldur's Gate 3, опубликовав охапку статистики. Теперь мы можем узнать, кто самая популярная девочка в игре и сколько человек решилось повторить секс с медведем. Картинки с цифрами, надеюсь, на ваших экранах, а я озвучу некоторые строчки. Такс, что интересного. Спутников поцеловали более 75 миллионов раз, больше всего чмоков получила Shadowheart, а сцену с медведем наблюдало 197 тысяч игроков. Сложность доблесть покорилась 142 тысячам игроков, хотя попыток было более 1 миллиона. Самый популярный сетап персонажа эльф-паладин, а самая непопулярная концовка досталась всего 34 игрокам. Просто 34 без нулей. Они закончили игру особо изощренным образом. Вначале выбрали себе аватар Лаэзель и убили себя в финале после того, как Влаакит отказала им в вознесении. Оригинально. Напомню, для Baldur's Gate 3 сейчас готовят 7-й крупный патч. Он уже находится на стадии бета-теста. На этом активная поддержка игры будет завершена, но еще несколько особенностей, вроде кроссплея и фоторежима, все-таки добавят позже. В прокат сегодня выйдет экранизация серии Borderlands. У кого-то, возможно, уже и вышла. Критики посмотрели кино чуть раньше рядовых зрителей, поделились отзывами и, к сожалению, там очень мало хорошего. Почитать отзывы можете в заметке на сайте, но если суммировать, то кино ругают за гору штампов, несмешные шутки, убогий визуальный стиль и раздражающих персонажей. Сюжету, разумеется, тоже достается. В немногочисленных положительных рецензиях отмечают добротный фан-сервис для фанатов игр и притягательную Кейт Бланшетт. Хотя и в этих оценках отмечаются крупные недостатки фильма. Если вы мега-фанат и пойдете смотреть в любом случае, то приятного просмотра, но вообще-то абсолютно каждому из вас нужно заглянуть на stopgame.ru. По многочисленным положительным отзывам можно понять, что там вас ждет тонна интересных материалов. Ставьте лайк и хорошего вам четверга. Пока!